Знаете, что я вам скажу? Сейчас начинается самая просто жаркая, насыщенная пора мощных, жестких задач. Вот просто к этому готовьтесь. Вот сейчас, именно сейчас. Именно эти задачи мне открыли просто безумно, как глаза в 11 классе. Ну вот давайте мы с вами их и прорешаем. Сразу предупрежу, будет сложно. Будет сложно. Но посмотреть надо. Посмотреть надо. Если прям туго пойдет, лучше потом пересмотрите после динамики. Вот. Но нужно пробиться. Так. Номер 1. Задача, на которой сейчас будет строиться все. Задача, на которой мы с вами сейчас построим несколько методов и прочувствуем, как что решается. Невероятно простая задача с точки зрения формулировки, но насколько она же насыщенная. Поехали. Стержень длиной L большой шарнирно соединен с муфтами А и Б, которые перемещаются по двум взаимно перпендикулярным рейкам. Муфта А движется с постоянной скоростью v0. Найдите зависимость скорости и ускорения муфты Б от угла альфа. Поехали. Номер 1. Так, L, альфа, v0. Хотим ВБ от альфа, АБ от альфа. Сразу скажу, что, конечно, можно решить сходу. Но здесь как раз-таки этих методов решения навалом. И вот наша сейчас с вами задача будет решить всеми методами эту задачу. Чтобы посмотреть, а какие есть способы решения задачи. Поехали. Ведь все это мы с вами будем использовать. Так, изображаем первую часть. Изображаем вторую часть. Получаем, что здесь будет как раз-таки первая муфта. Как будто здесь под 45 у меня сейчас идет. Здесь у меня будет вторая муфта. Что мне будет в свою очередь известно? Мне будет известно, что вот эта правая муфта, она будет двигаться со скоростью v0 вправо. Правильно? Ага. А это будет у меня муфта Б. Это муфта А, это муфта Б. Ну, во-первых, из логики, конечно, мы понимаем, что скорость муфты Б у нас будет направлена вниз вдоль спицы, иначе спица разорвется. Поэтому сюда мне будет смотреть скорость точки Б, ВБ. Способов решения здесь несколько. Ну, понятное дело, один из способов просто взять, записать правила палочки, и все отлично. И тогда задача, можно считать, решена. Но мы с вами не ищем легких путей, и давайте я покажу вам всевозможные способы того, как можно будет сделать. Первый способ будет на производной. На производной. Просто тупое дифференцирование. Максимально чисто дифференцирование. Тупо в лоб. Поехали. Для этого я и запишу оси y, x. И посмотрим, что у нас тогда будет. Так, ось x и ось y. Обозначим, что здесь у нас будет начало координат, а значит тогда координата точки А у нас пусть будет какая-то x, координата точки Б у нас будет какая-то y. Что я могу сказать тогда? Ну, понятное дело, так как у меня длина моего стержня L большое, то я могу записать в свою очередь теорему Пифагора. Ведь у меня снизу будет x, сбоку у меня будет y. Поэтому записываю тогда следующее. Во-первых, давайте способ 1. Поехали. Я вижу, что у меня будет x квадрат плюс y квадрат, это будет L в квадрате. И вот вы думаете, типа, ну записал и записал. Но в одном этом уравнении таится все решение задачи. Я в шоке. Все решение задачи таится в одном этом уравнении. Вау! Каким образом?
А давайте мы с вами возьмем производную по времени от этой штуки. Или по-другому же, как продифференцируем по времени. Смотрите, что я получаю. Ой, берем производную по времени. Х в квадрате плюс y в квадрате. От этого все штрих по времени. Это будет L в квадрате штрих по времени. Ну, производная от L в квадрате, это будет чисто 0, потому что L у нас не меняется. Как вы помните, у вас стержень, он в данном случае жесткий, и его длина не будет меняться, потому что это, в свою очередь, константа. Поэтому, в свою очередь, производная от L в квадрате, это будет 0. Остается разобраться с производными по времени от x в квадрате плюс y в квадрате. Здесь я напомню, что производная от суммы, это будет сумма производных. Значит, я должен взять производную от x в квадрате. Давайте вот так напишу: x в квадрате с точкой плюс y в квадрате с точкой. Это будет 0. А здесь мы с вами вспомним, что здесь я буду брать производную от сложной функции. То есть, как вы помните, у меня, если есть функция f от g от t, f от g от t, я от этого всего хочу найти производную по времени, то я сначала ищу производную f по g и помножаю на производную g по времени. То есть можно написать g с точкой. И у меня в данном случае так и происходит. Смотрите, я хочу найти производную по времени от x в квадрате, x квадрат. X квадрат это у меня будет некоторая функция f от x от t. Ведь f от x от t это будет x в квадрате. Ведь у меня x от t это и есть вот эта внутренняя функция. А внешняя функция это вот этот квадрат. Поэтому, когда я беру производную x в квадрате с точкой, то есть когда я беру производную от x в квадрате, я должен сначала взять производную f по x, то есть это у меня будет f' по x, и помножаю на x с точкой. f' по x это что? Это получается чисто по x в квадрате, значит будет 2x. Помножаю на x с точкой. Правильно мы с вами помним? Вот, потому что еще раз x в квадрате это внешняя функция, внутренняя функция у меня является x от t. Вот она. Тогда сначала беру производную по x это будет чисто 2x. А потом помножаю на производную внутренней функции x точкой. Поэтому здесь я получаю, что у меня будет 2x на x точкой плюс аналогично 2y на y с точкой. Это будет 0. Теперь давайте перекинем 2x x точкой влево. Я получаю, тогда у меня будет 2y y с точкой выражаться как минус x x точкой. Только еще помноженное на двоечку. Но двоечка у меня сокращается, это хорошо, но при этом давайте заметим, что по определению тангенса, что такое будет тангенс альфа? В данном случае тангенс альфа это будет отношение x к y, правильно? X к y. Я думаю, даже можно это здесь заметить в отдельном пунктике. То есть второе, x к y, это будет тангенс альфа. Поэтому подставляем это сюда и замечаем, что тогда y с точкой, как у меня будет выражаться? Это будет минус x точкой на x к y, то есть тангенс альфа. То есть я-то выражаю, что y с точкой, это будет x точкой на тангенс альфа, но все это помножено на минус 1. Что такое x точкой? X точка это есть производная моей координаты точки А. А это будет как раз таки проекция моей скорости точки А. Потому что я вам напомню, что у нас есть такая вещь, что Vx это будет дельта Sx по дельта t. Но как я уже много раз это объяснял, это будет то же самое, что дельта x по дельта t. Ну или с другой стороны, это будет производная вашей координаты по времени. И этим я буду пользоваться. То есть я получаю, что это будет у меня выражаться как Vax помноженное на тангенс альфа на минус 1. Но замечаем, что проекция моей скорости точки А на ось x это будет чисто плюс v0. А значит у меня y с точкой. Во-первых, это будет vby. Вот, это будет минус v0 на тангенс альфа. То есть, как минимум отсюда я вижу, что у меня проекция моей скорости точки B на ось y, она отрицательна, а это как раз обозначает, что у меня скорость точки B будет направлена против оси y. То есть, видите, физика работает. Вот. Ну и тогда, так как с учетом знака, что vby это будет минус vb, я получаю, что vb это будет v0 на тангенс альфа.
Здесь напишите мне 2 плюсика, если вы поняли, как я нашел связь между скоростями чисто из этого уравнения. Поехали дальше. Третий способ. Третий пунктик. Это я хочу найти ускорение точки B. Как искать ускорение точки B? Элементарно. Я должен дальше продолжить дифференцировать это соотношение. Видим, что у нас с вами y с точкой плюс x точкой равняется нулю. Давайте мы еще раз продифференцируем по времени, то есть найдем производную от этой штуки. Получаем, будет y с точкой плюс x точкой. Это все штрих по времени, будет равняться нулю. То есть производная от нуля это будет 0. Раскрываем наши производные. Производная от суммы это будет сумма производных. Значит, теперь я должен найти производную от этого плюс производную от этого. Пишем, это получается y с точкой, штрих по времени, плюс x точкой, штрих по времени. Это будет равняться нулю. Но здесь у меня получается производная от произведения. А производная от произведения, как вы вспомните, давайте я здесь буду вкратце слева напоминать вам, как это все считается. А производная от произведения будет считаться следующим образом. Если у вас было f, g, и вы от этого всего берете производную по времени, то это будет f с точкой на g плюс f на g с точкой. Вот у меня это здесь и получается. y с точкой. Я сначала беру производную по y, значит у меня это будет y с точкой, помноженное на y с точкой, плюс y на y с двумя точечками. То есть, видите, я сначала взял производную по первой функции, по f, то есть в данном случае по y, получил y с точкой, и помножил просто на функцию g, в данном случае это y с точкой. Потом прибавил нашу f на y с точкой, только еще производная, значит будет две точки, то есть как бы две производные берем. Плюс идем аналогично. X точкой на x точкой плюс x на x с двумя точками. Это будет равняться нулю. Что я здесь могу заметить? Что у меня тогда будет y с точкой в квадрате плюс x точкой в квадрате плюс x точкой и плюс y с точкой. Это все будет равняться нулю. В чем главное волшебство? В том, что давайте заметим, что у вас ускорение точки А, оно равняется нулю, ведь у вас же получается что? Вы же будете знать, что вы здесь точку А двигаете с постоянной скоростью, а при постоянной скорости ускорение будет равняться нулю. То есть давайте я запишу, что x точкой, это же что такое? Это будет в данном случае плюс v0. А это в свою очередь константа. Почему плюс v0? Потому что x точка это есть проекция моей скорости точки А на ось x, поэтому будет плюс v0. Поэтому я тогда понимаю, что x с двумя точками, то есть я беру еще раз производную, это будет равняться нулю. То есть производная от константы это 0. Значит, это я беру из-за нуля. У меня остается связь на y с точкой. То есть получается y с точкой у меня будет выражаться как минус x точкой в квадрате плюс y с точкой в квадрате, деленное на y. То есть я взял вот эту часть, перекинул направо, получил здесь знак минус, а потом поделил на y. Здесь напишите мне это точка, если вы согласны с этим выражением. А теперь мне просто нужно вспомнить, что такое x точкой. Ну, x точка, мы с вами уже записали, что это было плюс v0. Так, y с точкой. Мы записывали, что y с точкой это было минус v0 на тангенс альфа. Подставляем. Только давайте еще y найдем. А y это будет произведение L на косинус угла альфа. То есть это в свою очередь будет L на косинус угла альфа. Но отсюда я делаю вывод, что оказывается y с двумя точками это будет v0 в квадрате плюс v0 в квадрате тангенс в квадрате альфа. И все это я делю на L косинус альфа. Ну вот я получаю, что y с двумя точечками это будет v0 в квадрате, деленное на L, помноженное на единица плюс тангенс в квадрате альфа, деленное на косинус альфа. Но здесь давайте сразу, я вам еще также напомню, следующее тригонометрическое тождество,
что если у вас есть синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа, это единица, то я могу взять, поделить на косинус в квадрате и получить, что у меня тогда будет тангенс в квадрате альфа плюс 1, это будет единица на косинус в квадрате альфа. А видите, единица плюс тангенс, они у меня здесь и таятся. То есть я тогда получаю следующую красоту. Давайте сейчас я запишу. Так, давай, пиши. Во. То есть я получаю, что y с двумя точками. Это будет в 0 в квадрате, деленное на L, на единица, деленное на косинус в кубе альфа. Ну, типа косинус квадрат и станет косинус куб. Но y с двумя точками это что, в свою очередь? Давайте вспомним, что y с двумя точками это же будет проекция вашего ускорения на ось y. Только здесь, извиняюсь, я забыл знак минус. Будь здоров, спаси мне, что... Ой. Вот. Почему это будет проекция вашего ускорения на ось y, то есть это будет А, Б, проекция на ось y. Потому что, смотрите, вот y с точкой, вы получаете by. Берете от этого всего производную и получаете, что y с двумя точками, это будет А, Б, y. То есть у нас как бы вторая производная y по времени, это будет нам давать проекцию вашего ускорения точки B на ось y. Как мы с вами видим, она отрицательна. Но так как в данном случае у вас прямолинейное движение, а при прямолинейном движении, я напомню, вот сейчас вот внимательно, просто многие такие типа могли прослушать. Я напомню, при прямолинейном движении вектор ускорения параллелен вашей скорости. Ну а значит параллелен оси. А мы получили проекцию отрицательно. Значит вектор ускорения у нас с вами будет смотреть сюда вниз. Вот он вектор АБ. Ну а по модулю тогда наша АБ будет определяться как V0 в квадрате, деленное на L, косинус в кубе альфа. Все, здесь напишите мне тогда 15, если вы поняли, как я решил эту задачу. Вот первым способом. Это был первый топорный способ. То есть если действовать в лоб. Вот давайте я покажу, что мы с вами получили. Вот это получили. И вот это. Это метод действия в лоб. Чисто брать, дифференцировать. Как видите, чисто из одного выражения мы с вами все решение получили. Очень гениально. Что-то здесь 15, если с этим согласны. Вот. Просто я хочу вам показать все возможные способы того, как искать в данном случае вот такие вот ускорения, как искать эти связи. Так, жду Та-15. Идем дальше. Теперь будет способ 2. Вот способ 2, он как раз для восьмиклассников и девятиклассников, которые еще, может быть, к производным не привыкли, и для них, может быть, это еще сложно, прям, ну, типа, прям какой-то кромешный ад. Это будет способ 2. Он будет специально для вас. Поэтому сейчас будьте внимательны к нему, восьмиклассники, девятиклассники, чтобы было с кайфом. Так, поехали к способу номер 2. Но я вам так скажу, больше всего я люблю третий способ. То есть сейчас я вам покажу 3 способа решения этой задачи. И вот самый мой любимый из них – это третий. Потому что именно до третьего я сам догадался. Вот, я его сам придумал. Я его нигде еще ни разу не видел, как его применяли. Так, способ номер 2. Ну, во-первых, давайте мы с вами найдем связь скоростей через правило палочки. Правильно? А давайте не через способ палочки. Давайте без способа палочки. Я про способ палочки чуть позже скажу. Давайте здесь разберемся со следующим. Способ номер 2. Давайте воспользуемся тем, что у нас здесь постоянная скорость V0. Этим мы часто будем пользоваться. То есть, если вы увидите, что что-то двигается с постоянной скоростью, то, наверное, это все-таки намек на то, что перейти в сопутствующуюся систему отсчета, которая будет двигаться с такой же скоростью. Поэтому давайте перейдем. Перейдем в систему отсчета машинки, которая будет двигаться со скоростью v0 вправо. Это будет постоянная величина.
Что тогда? Тогда, во-первых, ваше ускорение, оно не поменяется. То есть АБ будет равняться АБ относительное. Можем это в первом пунктике отметить, что АБ, вектор будет равен АБ относительный. Вот. То есть, как минимум, мы точно будем знать, что наше ускорение будет смотреть ровно вдоль этой линии. То есть, да, может, мы не знаем, что он смотрит вертикально вниз. Я могу это даже взять, убрать. То есть, например, мы этого еще не знаем. Но мы что точно знаем, что АБ у нас смотрит вдоль нашей спицы. Правильно? То есть, вдоль вот этой спицы вертикальной. Почему? Потому что наше движение вдоль прямой. При движении вдоль прямой у вас всегда ускорение будет параллельно вашей скорости. Вот, то есть давайте здесь я укажу, что ваш вектор ускорения АБ, он будет лежать на вот этой прямой. Куда направлен, я не знаю, но он лежит на этой прямой. Так, во-вторых. Тогда давайте я возьму и посмотрю, а что у меня будет происходить со скоростью моей точки B. Закон сложения скоростей. Закон сложения скоростей. Он будет гласить, что у вас скорость точки B в системе отсчета Земли выражается как относительная скорость, и вот он вектор, плюс переносная скорость v первый вектор, в данном случае это будет v0 вектор. Угу. Значит, я получаю, что v относительная будет выражаться как vb минус v0. Это если мы с вами говорим про точку B. Точка B. Если же говорить про точку А, точка А, то в ее случае абсолютная скорость, то есть та скорость, которую мы с вами видим в системе отсчета Земля, она выражается как v0 вектор. Значит, если вы ее будете записывать как относительную, v относительная для точки А, плюс переносная скорость, то вы увидите, что относительная скорость точки А, она нулевая. Прям вообще. То есть в системе отсчета в такой машинке точка А неподвижна, вообще неподвижна, прям абсолютно неподвижна, что бы ни происходило, вообще неподвижно, понятно? Просто неподвижно. Тогда давайте я изображу в системе отсчета вот этой машинки. Что я тогда получаю? Ну, я получаю, что спицы, конечно, у меня будет как-то двигаться, но что самое ключевое будет, что у меня точка А будет неподвижна. Вот точка А неподвижна. Неподвижна. А значит, тогда спица ваша будет вращаться вокруг точки А, потому что точка А неподвижна. Расстояние между точками А и Б неизменно, но скорость точки Б будет какой-то. Значит, точка Б будет вращаться вокруг точки А с относительной скоростью. Только вот эту относительную скорость остается сейчас выразить. Поехали. Так, у нас получается, первоначально была скорость точки Б, ВБ. К этой ВБ я прибавляю скорость минус В0. Минус V0 вектор. И получаю, что тогда... Ой. У меня сюда будет смотреть вектор относительной скорости. Но что важно, так как точка А неподвижна, то у вас получается, что вектор относительной скорости будет перпендикулярен стержню. То есть давайте мы напишем. Тогда... Так как L равняется константе, это, кстати, расстояние между точками, а как вы помните, расстояние между точками при пересадке в системе отсчета не меняется. Так как L равняется константе, то B, или точка B, вращается вокруг точки А. Точки А со скоростью V от n.
Вот, у нас происходит вот это вращение, вот он. Но мы также можем на самом деле здесь взять и обозначить, что мы будем вращаться с угловой скоростью тогда омега. И это омега, как вы понимаете, будет выражаться как v относительное, деленное на L большое. Вот, то есть можно написать, что следовательно, вот он перпендикулярен стержню. Выражение. Так, пишем тогда v маленькое. Что в этом случае я тогда получаю? Ой, ёшкин-матрёшкин. Я понял. У меня вскипел прикол. У меня маркер вскипел. Ё-моё! Какой ужас. У меня маркер вскипел. Как так можно? Ладно, сойдет. Я понял. К компьютеру его класть нельзя. Так. Просто, ну реально он тут ужас. Так, v маленькое. Во-первых, мы можем сказать, что у нас омега будет определяться как v относительное, деленное на L. А вот. И мы можем найти v относительное. Но как минимум я могу еще сказать, что так как здесь у меня уголочек альфа, правильно, то получается здесь будет уголочек 90 минус альфа. А тогда, так как здесь 90, то здесь будет уголочек альфа. Верно? То, что я могу тогда сказать? И, посмотрев на этот треугольник, вспомню, что здесь альфа, значит здесь 90 минус альфа. Напомню, что 90 минус альфа мы с вами расписываем как две дужки. Горячо. Он расплавился? Нет, он не расплавился. Ты понимаешь, у меня здесь, я типа прям тыкнул, и у меня вышло прям очень много пузырчатой части, как будто он реально сейчас вскипел. Ой, ладно. Смотрим тогда, в свою очередь, на вот этот треугольник скоростей и видим, что если я запишу определение тангенс, то это будет отношение ВБ к V0. То есть у меня тангенс альфа тогда по определению будет выдавать мне ВБ к V0. Опа! Опачки! То есть, видите, мы с вами получаем, что ВБ у меня будет выражаться как V0 на косинус альфа. Ой, V0 на тангенс альфа. А это соотношение довольно важное, потому что мы там имеем связь между скоростями. Это как раз первый вопрос нашей задачи. Видите, как мы из относительности смогли это найти? Так, V0 на косинус альфа. О, да что ж такое-то? Тангенс, 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 тангенс. Так, тангенс, тангенс, тангенс альфа. Вот. Ну и заодно давайте найдем омегу. То есть вот он на косинус альфа, это будет V0. То есть давайте вот он на косинус альфа, это будет V0. Следовательно, вот он. Это будет V0, деленное на косинус альфа. Ну а значит, я тогда, если что, знаю угловую скорость вращения моего стержня. Это будет V0 на L косинус альфа. Ну это так, если пригодится. Все. Напишите мне v маленькое, если вы согласны с тем, как я нашел связь между скоростями. То есть нашел скорость точки B. Теперь перехожу к пунктику G. На самом деле теперь я могу найти ускорение моей точки B. А каким же образом? Ну смотрите, я же понимаю, что у меня в данном случае происходит движение по окружности вокруг точки А. Движение по окружности вокруг точки А. Еще раз. Движение по окружности вокруг точки А. А значит, радиус кривизны траектории нашей точки B в этой относительной системе отсчета чему равняется? Длина стержня. Ведь мы с вами в данном случае двигаемся по окружности вокруг точки А. А значит, у нас получается радиус кривизны моей траектории, он просто равен L большое. То есть, как минимум, я могу здесь написать, что у меня есть ускорение А, правильно? И вот ускорение в точке Б, но оно же здесь полное ускорение мне не поменялось, оно выражается как уже в данном случае тангенциальное, А относительное тангенциальное, плюс А относительное нормальное. И вот
А относительно нормальная, я знаю, куда будет направлена. Вот сюда. Как раз перпендикулярно моей относительной скорости. Это будет А относительная нормальная. Почему я здесь сразу АБ написал? Потому что, помните, АБ равняется АБ от. Мы с вами это записывали. Вот. А относительно, ну, на самом деле, я не знаю, наверное, будет как-то параллельно моему вектору скорости, но при этом, так как я знаю, что вектор ускорения смотрит как-то вдоль этой вертикали, то, наверное, будет смотреть сюда. Не знаю. Но, что самое ключевое, я точно знаю, как направлен вектор А относительно n. Ладно, давайте даже А относительно тау, я шучу, я знаю. Смотрите, у меня же получается, если альфа растет, тангенс альфа растет, ВБ растет, значит, тангенциальная составляющая должна смотреть вдоль вот он. Да, я согласен, я знаю, как должно быть направлено. Вот. А относительно тау. Потому что, как вы помните, у вас тангенциальная составляющая ускорения смотрит туда же, куда вектор скорости, если у вас скорость по модулю растет. Но вот мы с вами видим, альфа растет, тангенс растет, ВБ растет, значит, А тангенциально смотрит туда же. Вот. Но, что самое ключевое, ведь мы же с вами видим, что А относительно n я тогда знаю. То есть, А относительно n у меня выражается как? Как V относительное в квадрате, деленное на L большое. Так, как точка Б движется вокруг точки А. Вот. Потому что радиус кривизны у меня будет как раз равен длине моего стержня L большое. Могу поставить наше вот он и получаю, что наше А относительное в данном случае n будет выражаться каким образом? Как v0 в квадрате, деленное на что? Ой-ой-ой. На косинус в квадрате альфа, то есть L на косинус в квадрате альфа. Вот мы с вами нашли нашу нормальную компоненту ускорения в системе отсчета машинки. А теперь самое кайфовое. Ну, во-первых, напишите мне n маленькое, если вы согласны с тем, как я получил вот это выражение. Ну а теперь, на самом деле, просто вот самый кайф, самый сок. Мы должны понять, что, ребят, что такое А относительно n или относительно тау? Если вы введете вот такие вот оси, не знаю, каким бы цветом здесь изобразить, вот такую вот ось. Ось x. Ну или, не знаю, ось x со звездой и ось y со звездой. Только, знаете, их лучше, наверное, вводить так. Это будет ось тау, а это будет ось n. Вот если прям по-нормальному, то это вот так. Ось n, ось тау. То есть вы видите, что, в свою очередь, А относительно n это что? Это проекция вашего ускорения на ось n. А относительно тау это проекция вашего ускорения на ось тау. То есть давайте мы это, в свою очередь, здесь пометим. При этом А относительно n это проекция. Проекция АБ вектора на ось n. Правильно? То есть вот мы с вами можем ввести вот эти оси, получаем, когда проецируем наш вектор на эту ось, я получаю относительно n. Здесь напишите два плюсика, если вы с этим согласны. Ну и тогда что я получаю? Возвращаемся обратно. Ой, какая красота сейчас будет. Даже не знаю, где бы мне сейчас записать. Ой, давайте я там буду писать. Что я тогда получаю? Я получаю, что если я веду ось n как раз-таки вдоль моего стержня, то что я знаю? Я знаю, что у меня есть моя проекция ускорения на эту ось, которая мне известна. Это же просто проекция. Да, в другой системе отсчета, но я же нашел проекцию. Вот мне известна эта проекция. А относительно n. И известно направление, ну или известен угол между проекцией и направлением ускорения. Тогда, как минимум, я могу взять, построить вот так вот перпендикулярчик и понять, что у меня вектор ускорения будет смотреть сюда вниз. Это будет АБ. Но как минимум я тогда могу сказать, что у меня АБ на косинус альфа
это будет А относительное B. А относительное n. То есть как раз таки это будет являться проекцией моего ускорения на ось n. Так, давай пиши. Это будет А относительное n. Правильно? То есть я нашел просто проекцию вашего ускорения на ось n. Вот она, это какая-то проекция на ось. Значит, у меня АБ, косинус альфа, будет выражаться каким образом? Как v0 в квадрате на L на косинус в квадрате альфа. То есть я-то вижу, что АБ у меня выражается как v0 в квадрате на L на косинус в кубе альфа. А? Узнаете? Мы то же самое получали. То есть вот получается наш ответ вторым способом. Через знание проекции и угла между направлением вектора ускорения. То есть еще раз. Мы знаем проекцию, знаем линию, на которой висит ваше ускорение, и угол между проекцией и вашим ускорением. Это помните тот самый второй случай? Вот он, способ 2. Вот как он здесь заиграл. Просто здесь, и правда, нам нужно будет просто переходить в разные системы отчета, и тогда мы с вами будем знать проекцию нашего ускорения на разные оси за счет того, что мы переходим в разные системы отчета, и наше полное ускорение меняется, и тогда мы можем находить вот проекцию нашего ускорения на разные оси. Ну смотри, во-первых, у меня есть несколько способов объяснения, почему вектор АБ смотрит вниз. Давай начнем с первого. Первое пояснение. Когда мы с тобой находимся в системе отчета машинки, полное ускорение не меняется, правильно? Значит, АБ будет равняться АБ относительному. Тогда мы раскладываем наше относительное ускорение на две компоненты, тангенциальное и нормальное. Нормальное ускорение у нас смотрит к центру кривизны, к точке А, правильно? Напиши плюсик, если согласен. Тангенциальное мы получили, что будет смотреть сюда. Почему будет смотреть сюда? Потому что, как ты видишь, у тебя по мере движения, по мере вот такого движения, альфа растет. Альфа растет. Раз альфа растет, то у тебя и тангенс альфа будет расти. Но это как минимум еще также следует вот отсюда. V0 двигается сюда, точка А двигается сюда. Альфа растет. Вот. Поэтому ты тогда понимаешь, что у тебя ВБ по модулю будет расти. Ой-ой-ой, V относительное, извиняюсь. Да, V относительное, вот оно, V относительное. Это что? V относительное, V относительное. Это V0 на косинус альфа. Альфа у тебя растет, косинус уменьшается, значит, все это вместе увеличивается. То есть, как минимум, V относительно у тебя увеличивается. Вот. Да, я не через это нужно было объяснять, через это, извиняюсь, конечно. V относительное у тебя растет, потому что альфа у тебя увеличивается, косинус альфа у тебя уменьшается, все это вместе будет расти. Значит, тангенциальная составляющая ускорения смотрит сюда, сюда, потому что она смотрит туда же, куда и V-отон, чтобы V-отон росло. Тогда мы с тобой знаем, что у тебя вектор ускорения, он смотрит вдоль спицы, потому что ты движешься только вдоль спицы, ты никуда не заворачиваешь. А поэтому у тебя, как минимум, ускорение должно здесь смотреть вниз, как минимум, потому что она получает проекцию сюда и проекцию сюда. Если смотрела бы сюда, то ты бы не получил такие проекции. Это как минимум за счет А относительно тау и относительно n. Это первый способ. Напиши два плюсика, если ты согласен с ним. Второй способ объяснения. Сейчас я подожду, чтобы у тебя устаканилось в голове. Подождал. Теперь второй способ объяснения. Ты получил, что проекция твоего ускорения точки B на ось n направлена сюда. То есть вот твоя проекция. Правильно? Вот твоя проекция. Но ты максимум что знаешь, что вектор ускорения в точке B, он лежит на этой прямой. То есть он параллелен этой прямой. Нам неизвестно, он смотрит вниз или вверх. Пока нам неизвестно. Но мы с тобой можем взять и опустить перпендикуляр из конца твоей проекции. Правильно? Опустив этот перпендикуляр и найдя пересечение с этой прямой, я получаю, что вектор ускорения должен смотреть сюда. Потому что в жизни он сюда не смотрит. Как он смотрит сюда, если у тебя проекция вот она? То есть у тебя же конец твоего вектора ускорения должен обязательно лежать на вот этой прямой.
Ну и сам вектор ускорения должен лежать на этой прямой. Вот получается, вследствие точки пересечения мы находим конец вектора АБ. Получается, АБ смотрит только вниз. Это вот второе объяснение того, почему АБ смотрит вниз. Напиши здесь тогда еще два плюса, если с этим понял. Если с этим согласен. Ну вот, это уже пошла, конечно, прямо самая жара, на самом деле. То есть прям глубокое понимание. То есть самое ключевое, жду от тебя еще два плюсика. Самое ключевое, нужно было понять, что А относительно n, мы в другой системе отчета получили, что это чисто проекция твоего ускорения на ось n. То есть за счет переходов в другие системы отчета ты находишь проекции ускорения. Это главная мысль, которую мы себе должны зафиксировать. За счет переходов в другие системы отчета мы находим проекции ускорения. Потому что само полное ускорение не меняется, но мы можем искать вот так вот проекции. Угу. Все. Второй способ готов. Вот он. Второй прекрасный способ. Мы его будем еще часто использовать. Теперь третий. Мой лично самый любимый. Я его просто обожаю, не могу. Просто обожаю. Вот лично третий способ меня мог бы провести на финал России в 10 классе. Там я просто неправильно прочитал условия и бам. Хотя я знал, что за 15 минут я решу ту самую задачу, вторую. Но я не решил, потерял 10 баллов, потому что я просидел 2,5 часа, думал, что я решаю совсем другое. Хотя я знал, что я решу за 15 минут. Пришел домой и решил за 15 минут. Вот этим самым третьим способом. Да, мне придется чуть-чуть заново все это изобразить, чтобы нам было как-то поудобнее. Поэтому нужно чуть-чуть терпения набраться. Я буду писать это все заново. Мы, во-первых, должны найти связь между скоростями. Найти связь между скоростями можно либо через правило палочкой, либо через мгновенный центр скорости. Ну, давайте я попробую через правило палочкой, а то я его что-то не применял. Вспомним, что в данном случае здесь будет уголочек 90 минус альфа, правильно? Тогда, если вот так вот все это продлю, то у меня здесь также будет 90 минус альфа. А тогда мы понимаем, что проекции наших скоростей на эту палочку, они у нас должны быть одинаковые, вследствие того, что наш стержень, он нерастяжимый. ВБ косинус альфа. Это у меня, в свою очередь, будет V0 на косинус 90 минус альфа. Косинус 90 минус альфа это будет синус. Значит, я получаю ВБ косинус альфа. У меня выражается как V0 на синус угла альфа. Вот я получаю, что ВБ это будет V0 на тангенс угла альфа. Здесь напишите мне b маленькое, если вы согласны с тем, как я получил вот эту кинематическую связь. А теперь будет самое кайфовое. b маленькое. Вот то, что прям мне очень нравится. Это вся гениальность как раз кроется в этом, потому что за счет этого, честно, вот, как по мне, просто почти все задачи решаются. Я не знаю, вот все задачи за счет этого решаются. Заметим, что мы же понимаем, что у нас ускорение, оно будет смотреть параллельно нашей палочке. Потому что движение вдоль прямой, значит, наш вектор ускорения, он параллелен скорости, правильно? То есть вектор ускорения у нас параллелен нашей скорости. Но вот куда направлен, не знаю. Но хотя я могу сказать, мы с вами видим, что альфа у нас растет. То есть давайте мы с вами обозначим, что, во-первых, движение вдоль прямой. Вдоль прямой. Следовательно, вектор ускорения вашей точки B, он будет параллелен скорости вашей точки B. А второе, у вас альфа увеличивается, правильно? Следовательно, у вас тангенс альфа растет. А следовательно, у вас ВБ растет. А следовательно, вектор АБ у вас будет смотреть туда же, куда вектор скорости ВБ. Ну, это так, как некоторые дополнения. Поэтому давайте я здесь это и покажу. То есть у нас получается вектор АБ смотрит вниз. И что в данном случае мы можем с вами сказать? Я могу взять, изобразить ось X,
Только где мой золотой маркер? Ау, золотой, ты мой золотой. А, вот он, вот он. Изображаю ось X. Ну или ось Y, не знаю, давайте. Ось X. Я тогда говорю, что А, Б, X это будет скорость изменения проекции моей скорости на ось X. Правильно? В данном случае проекция моей скорости на ось X это будет чисто ВБ. То есть у меня это будет чисто дельта ВБ, деленное по дельта Т. Потому что, еще раз, VBX у меня чисто выражается как плюс ВБ. Так как вектор ВБ смотрит туда же, куда ось X. Ага. А значит, моя задача здесь будет взять, найти производную этой штуки по времени. То есть получаем, что VBX это будет производная моей скорости ВБ по времени. Или с другой стороны, это будет V0 на тангенс альфа. От этого всего я должен взять производную по времени. То есть я должен буду продифференцировать по времени вот это произведение. Получаю V0 я могу вынести. Это у меня будет V0 на тангенс альфа. И от этого я беру производную по времени. Теперь, что мы должны с вами знать? Что это у нас сложная функция. Потому что альфа у вас зависит от времени. То есть альфа является функцией от времени. Я вам напомню об этом. Поэтому получается, что здесь вы берете производную по времени от сложной функции. Внешняя функция это тангенс, внутренняя функция это альфа. Поэтому тогда, что я получаю? Как у меня будет выражаться производная от тангенса альфа? Сначала я должен взять производную внешней функции. То есть я сначала беру производную по альфа. Что это будет? Это будет в данном случае, ну давайте, ладно, напишу тангенс альфа. Сначала беру производное по альфа. А потом помножаю на альфа с точкой. То есть помножаю на производную моей внутренней функции по времени. Ну и вспоминаем, что в данном случае это будет минус единица на косинус в квадрате альфа. Я сегодня вам в таблице писал. То есть я тогда получаю, что производная моего тангенса альфа по времени это будет минус 1 на косинус в квадрате на альфа с точкой. Самая частая ошибка взятия производной от этой штуки, что альфа с точкой забывается. Вот забывается. Я вот помню, когда сам впервые решал, я тоже такой, типа, ну, минус 1 на косинус, а потом такой, что-то не сходится, что-то не то. А потом такой, у меня же альфа меняется, у меня же альфа зависит от времени. Альфа с точкой. Здесь напишите мне тогда пятерочку, если вы согласны с тем, как я это получил здесь. Жду от вас здесь пятерочку. Вот. И как я тогда продолжаю действовать? Тогда я получаю, что А проекция на BX, А проекция на ось X, это будет в свою очередь тогда минус. Так, минус V0 на косинус в квадрате альфа, помноженное на альфа с точкой. Ну и теперь вся задача на самом деле взять и найти производную от альфа. Так, я на всякий пожар нигде минусы не потерял. Альфа растет. Ну, альфа растет, да. Просто почему у меня здесь проекция ускорения ось X отрицательно вышла? Ща. Что-то я потерял как будто. Что-то мне кажется, что здесь не минус. А здесь плюс должен быть. Я боюсь производная... Я что, производную от тангенса перепутал? Сейчас, секунду. Да, производная тангенса. Производная тангенса. Боюсь, что я чуть-чуть перепутал. Да! 1 на косинус. Извиняюсь. Ай-яй-яй. Там в табличке, где я записывал производные тангенса, исправьте, пожалуйста, здесь должен быть плюсик. Я что-то поторопился. Производная от тангенса это будет плюс. Почему VPX есть VB? А потому что у тебя проекция вектора VB на ось X, она положительная. Ведь видишь, у тебя VB смотрит туда же, куда ось X. Поэтому я пишу, что проекция вектора VB на ось X, где это у меня, где это? Проекция вектора VB на ось X это будет плюс VB. Потому что вектор VB смотрит туда же, куда ось X. Егор, понял? Напиши плюсик, если согласен. Вот здесь, ребята, извините, да, я забыл что-то, здесь должен быть плюс. Вместо минуса здесь должен быть плюс, да. Вот.
И теперь тогда, как вы видите, наша теперь финальная задача — это найти альфа с точкой. А как находить альфа с точкой? Непонятно. А на самом деле понятно. На самом деле еще как понятно. Ведь давайте вспомним, что я вам говорил, что такое угловая скорость. Угловая скорость вращения вашего твердого тела — это есть скорость изменения угла между вашим твердым телом и какой-то фиксированной прямой. Фиксированной прямой. В данном случае вот моя фиксированная прямая, а вот у меня мое твердое тело. И в данном случае, как мы с вами можем увидеть, следующее. Давайте я здесь, во-первых, найду мгновенный центр скоростей. Для этого я проведу перпендикулярно к моим скоростям. Я тогда получаю, что здесь будет точка С, то здесь у меня будет располагаться мгновенный центр скоростей для этого стержня. МЦС. И как мы с вами видим из скоростей, получается, вокруг этой точки С мы с вами в данный момент времени как будто вращаемся. Как будто важно. С угловой скоростью омега. И угловая скорость омега — это будет угловая скорость поворота вашего твердого тела, то есть вашего стержня. Но это и будет скорость изменения этого угла, ведь в данном случае альфа растет. И тогда мы можем сказать, что за дельта t у вас изменение угла дельта альфа просто будет выражаться как омега дельта t, правильно? Потому что у вас стержень повернется вследствие угловой скорости, и альфа увеличится на дельта альфа. Значит, дельта альфа — это будет омега дельта t. Важно отметить, что если бы у вас альфа уменьшался бы, то вы бы написали, что до альфа это было бы минус омега дельта t. То за счет этого минуса вы показали бы, что у вас альфа уменьшается, то есть изменение было бы отрицательно. Но в данном случае изменение у вас положительное, потому что альфа растет. То есть мы с вами получаем, что угловая скорость вращения вашего твердого тела — это и будет альфа с точкой. Ребят, это самое важное здесь свойство. Что еще раз? Угловая скорость вращения твердого тела — это и есть скорость изменения угла между вашим твердым телом и фиксированной прямой. В данном случае это будет как раз скорость изменения угла альфа. Напишите здесь альфа, если вы с этим согласны. Это просто самая главная мысль, которая здесь должна быть. Я когда до нее додумался, я такой типа: вау! Фига себе, так можно было, что ли? Вот, надеюсь, нам это сейчас понятно. Поэтому, как вы видите, моя сейчас задача найти просто угловую скорость поворота моего твердого тела. Но как я это могу сделать? Ну, как вы видите, очевидным образом, просто из понимания того, что такое мгновенный центр скоростей. То есть пишем тогда пунктик Г маленькое и тогда записываем. Только мне нужен, наверное, другой маркер. Жду от вас альфа, если нам понятно, почему там альфа с точкой — это омега. Жду от вас альфа. Угу. И получаем, что омега — это будет что? Это отношение вашей линейной скорости к расстоянию до мгновенного центра скоростей. Ну и в данном случае это будет отношение v0 к вот этому расстоянию, но здесь альфа, и вот это расстояние будет выражаться как L на косинус альфа. L на косинус угла альфа. То есть я получаю, что омега это будет v0 на L косинус альфа. Кстати, помните, я уже такое получал через относительность. Помните, мы прям точно получали. Подставляем тогда сюда. Следовательно, а bx это у меня будет v0 в квадрате, деленное на... Ой-ой-ой, чисто v0, да, пока еще чисто v0. v0 на косинус в квадрате альфа. И все это помножаю на альфа с точкой. Альфа с точкой это будет v0, деленное на L косинус альфа. И вуаля! Мы получаем такой же результат, что а bx это будет v0 в квадрате, деленное в свою очередь на L, на косинус в кубе альфа. И давайте обратим внимание, что эта проекция положительна. То есть, и правда, вектор АБ у меня смотрит вниз. То есть я получаю, что тогда по модулю АБ будет выражаться как v0 в квадрате, деленное на L, на косинус в кубе альфа. Видали? Видали, как эти все три способа делают один и тот же результат? Круто, да? Сейчас, но у нас же стержень не вращается, как будто... Не-не-не-не-не-не, подожди. Мы говорим, как будто вращается вокруг точки С, но сам стержень имеет угловую скорость. Он вращается. Он сам по себе вращается.
потому что у тебя альфа меняется. То есть помнишь, я же писал, что у тебя, например, вот была линия ОО'Ш, вот, и она, в свою очередь, вращается, если вот это альфа меняется. Если ОО'Ш меняет свое положение, то есть меняет вот этот уголочек альфа с некоторой фиксированной прямой, то у нас есть угловая скорость. Вот вопрос вокруг чего, ну фиг его знает, потому что каждая точка вращается вокруг своего центра кривизны. То есть прям сказать, что у тебя этот стержень вращается вокруг какой-то точки, так нельзя. Вокруг какой-то фиксированной. Такого не может быть, потому что у него какое-то сложное движение. Мы можем просто сказать, что как будто он вращается вокруг фиксированной, вокруг точки С, как будто. Но на самом деле он просто поворачивается, то есть он имеет угловую скорость, но он не вращается. Он имеет какое-то сложное движение. То есть смотри, мы же можем сказать, что у нас есть сложное движение. И здесь у тебя же есть какая-то угловая скорость поворота, правильно? А есть просто вращение, где у тебя есть фиксированная точка, вокруг которой ты вращаешься. В обоих случаях есть угловая скорость. Просто в этом случае при вращении у тебя есть эта фиксированная точка, а в этом этой фиксированной точки нет. У тебя там в каждом момент времени будет свой мгновенный центр скоростей. Но угловая скорость поворота, она есть. То есть за счет мгновенного центра скоростей мы получаем, с какой угловой скоростью сам вращается этот стержень. Ведь когда мы с тобой переходили в относительную систему отсчета, мы также получили, что у тебя стержень имеет угловую скорость. То есть он сам по себе, он вращается. То есть вот. Вжух, вжух, вжух. То есть сам у меня маркер, он имеет угловую скорость. Он имеет какую-то угловую скорость вращения. Только здесь он не вращается вокруг какой-то точки фиксированной. Он вращается в каждом момент времени, как будто вокруг мгновенного центра скоростей. Но он просто имеет угловую скорость. Вот. И эта угловая скорость, она просто характеризуется тем, как изменяется уголочек, например, между моим маркером и горизонталью. То есть вот представь горизонталь, вот тын. И вот угловая скорость вращения этого маркера, она отвечает за то, как быстро меняется угол между горизонталью и моим маркером. А если же он будет совершать вращательное движение, вот он на месте, то тогда да, вот фиксированная точка, вокруг которой вращается у меня это твердое тело. У меня как получилось это объяснить? Что угловая скорость, она есть всегда, если у нас не поступательное движение. То есть при сложном движении мы тоже имеем угловую скорость. Егор, как у меня получилось объяснить? Напиши плюс да если, и минус, если нет. Я попробую, может быть, еще что-нибудь придумать, только там наведи какой-нибудь вопросик. Совпадает со скоростью изменения угла. Почему скорость вокруг МЦС? Что значит скорость? Скорость — это ты про угловую скорость? Еще раз. МЦС тебе дает понять, с помощью МЦС ты можешь найти угловую скорость вращения твоего твердого тела. То есть с помощью мгновенного центра скоростей ты можешь найти угловую скорость вращения твоего твердого тела. Вообще. То есть вот его сама по себе угловая скорость вращения. То есть еще раз. Вот у тебя твердое тело движется сложно. Но за счет того, что у тебя в каждый момент времени есть свой МЦС, ты можешь найти угловую скорость в каждый момент времени. А эта угловая скорость, она и будет равна скорости изменения, например, угла между горизонталью и твоим маркером. Вот. Просто эту угловую скорость удобнее всего находить через МЦС. Можешь находить как-то по-другому. Но мы ее можем найти через МЦС. И в данном случае, как я тебе говорил, что такое угловая скорость? Еще раз. Угловая скорость поворота твердого тела, это и есть скорость изменения угла. Помнишь, я писал прямо специально, это было дельта альфа по дельта Т. То есть скорость изменения угла между твоим твердым телом, то есть этим лучом, и фиксированной осью. Вот у меня фиксированная ось, а вот у меня мой стержень. И вот то, как он здесь вращается, да, он не вращается вокруг точки С, он просто поворачивается. Но скорость изменения этого угла, это и есть как раз таки будет угловая скорость вращения. Потому что по определению угловая скорость вращения вроде. Давай будем отталкиваться от того, что тебя пугает, что тебе не нравится. Пойдем по порядку. Просто я не люблю, если вроде, давай до конца. Мы уже начали этим разбираться. Что именно тебя пугает? Можешь сформулировать? Напиши плюс, если ты можешь сформулировать, что именно тебя пугает, но что-то тревожит. В плане понимания. Потому что я сам помню, что если меня вроде понял, то у меня есть какие-то моменты, которые меня просто гложат. Ну, типа, я с ними не согласен до конца. То есть тебе непонятно, почему и правда скорость изменения альфа будет омега. То есть ты с этим не согласен. О, давай. Ты не согласен с этим. Типа,
ты говоришь, я, кажется, понял, что ты. Ты, наверное, такой думаешь, ну, вроде бы, да, типа, Глеб мне сказал, угловая скорость поворота, это есть скорость изменения угла между фиксированной осью и моим лучом. Вот у меня фиксированная ось, вот мой стержень, он имеет угловую скорость, вот, и, ну, вроде бы оно так. Но почему именно дельта альфа по дельта t будет омега? Прям вот как математически это показать? Я правильно тебя понял? Тебе это непонятно? Давай тогда докажем. Давай так. Я еще сначала так спрошу тебя. Ты согласен с тем, что если ты берешь какой-то вот стержень, и тебе известно, что он вращается с угловой скоростью омега, то если я возьму какую-то ось, в данном случае, ну, например, вот так вот, то скорость изменения этого угла, это будет моя омега. То есть дельта альфа по дельта t, это будет омега. Вот с этим ты согласен? Вот здесь. Вот у тебя стержень вот так берет, вращается, и скорость изменения угла это будет как раз-таки твоя угловая скорость. Просто я, как ты помнишь, теорию как раз-таки начинал строить на том, что угловая скорость это не просто что-то там волшебное, это всегда скорость изменения угла. Еще раз, омега это скорость изменения угла. Омега это скорость изменения угла по определению. То есть, когда я вчера строил как раз-таки теорию по угловой скорости, я говорил, угловая скорость вращения вот этого стержня, это будет скорость изменения угла. Это не есть то, что он там поворачивается. Это есть скорость изменения угла относительно фиксированной оси. Потому что самое главное сейчас, что я хочу, чтобы, во-первых, ты понял, что омега это не просто какая-то характеристика твердого тела. Это есть скорость изменения угла между фиксированной осью и твоим твердым телом. Хорошо. Что же теперь? Что же теперь? Сейчас я думаю, относительно какого угла тебе, может быть, это будет очевидно. То есть теперь, тебе здесь очевидно, что у тебя центр, он покоится, типа, все, тогда типа АЧФ, да? Ой, ну давайте представим такой случай. Центр О, угловая скорость вращения, У, здесь было R, это был мгновенный центр скоростей. И вот, например, я буду смотреть за следующее. Во-первых, я из мгновенного центра скоростей получаю, что моя омега, она будет равна U на R. Правильно? Это будет U на R. И в свою очередь, что значит, это будет угловая скорость вращения вот этого кольца? Это не значит, что он вращается вокруг этого центра в каждый момент времени. Нет, это в данный момент времени, как будто он вращается вокруг этого центра. Это значит, что как будто вокруг него вращается. Сам он себе крутится, имея угловую скорость. Это значит, что если я, например, возьму вот этот радиус и буду фиксированно и зафиксирую вот такую вертикаль, то скорость изменения этого угла, дельта альфа по дельта t, это будет омега. То есть у меня же, если я зафиксирую вот этот радиус, он жестко сцеплен с моим твердым телом. Значит, вот этот радиус, он вращается вместе с моим твердым телом, вместе с моим кольцом, потому что они жестко скреплены. Поэтому получается, что у этого радиуса ты можешь здесь гантельку такую подвесить, которая жестко будет скреплена с твоим кольцом. Вот эта гантелька, она будет как раз вот так брать и вращаться. Только представь ее движение. Ее движение вот здесь вот такое вот. Представляешь, это ее движение вот так вот. Жу-жу. Это ужасное движение. Но угловая скорость вращения этой гантельки определяется как скорость изменения угла между вертикальной осью, которая фиксирована, и этой гантелькой. Здесь напиши 2 плюса, если с этим также согласен. Что заметь, у тебя гантелька, она ужасно двигается, но угловая скорость гантельки, она определяется как скорость изменения вот этого угла между осью и самой гантелькой. Почему так? А потому что если ты перейдешь в систему отчета, двигаешься со скоростью U, то есть в системе отчета машинки, то у тебя получается, вот оно будет кольцо, вот он будет этот радиус,
и угловая скорость, как я уже говорил, она не поменяется. Но здесь ты получишь, что ты будешь вращаться вокруг альфа. То есть как раз таки у тебя этот радиус вот так будет увеличиваться, то есть он будет поворачиваться, и у тебя и получится дельта альфа по дельта t, это будет омега. То есть, как ты видишь, у тебя какое-то жесткое, странное происходит движение, то есть ты же не вращаешься вокруг точки О, нет. Ты здесь вот так ужасно поворачиваешься, у тебя сложное движение. Так. Но ты можешь ввести понятие угловой скорости. А оно вводится через скорость изменения угла между фиксированной осью и твоим твердым телом. Как это понять? Переходишь в систему отсчета У, и бац, видишь, а реально, оно так и происходит. Здесь аналогично. Ведь мы же можем, например, сказать следующее. У тебя как раз вот эта гантелька, ты можешь представить, как некоторые, например, вот здесь вот радиус. Он имеет свою угловую скорость вращения. И в данном случае получается, что альфа, скорость изменения угла альфа, это скорость изменения угла между фиксированной осью, вот вертикаль, и моим стержнем. Ну вот этим радиус, вот он, стержень. Это будет угловая скорость вращения этого стержня. Прям по аналогии, если идти. И ровно аналогично я могу перейти к этому случаю. Каким образом? А как мы и делали в системе отсчета машинки со скоростью v0. Мы получали, что точка А у нас была неподвижна. И тогда мы получили, что, ну, если вот так проведу вертикаль, у меня же это будет уголочек альфа, правильно? Вот он альфа. То мы получили, что вот, он вращается с угловой скоростью омега. И так как точка А у тебя будет здесь в этом случае неподвижной, то у тебя стержень просто такой и у тебя получится скорость изменения угла и будет давать тебе омегу. Прям видишь, ровно аналогию с этим я провел. То есть перешел с системы отсчета v0, у меня этот центр стал неподвижным, и теперь реально у меня, получается, моя гантелька будет вращаться вокруг этого центра ОА. Именно вокруг него. У тебя, получается, он вращается с угловой скоростью омега, увеличивает альфа. Но и при этом в системе отсчета Земли скорость изменения угла альфа, вот он, и будет определяться омегой, только в этом случае альфа это как раз угол между фиксированной осью и моим стержнем. Напиши пятерочку, если вот эта аналогия у меня сработала. Но она прям аналогична. Очень гениально, что мне пришла вот эта идея. Поэтому, если ты захочешь поступить в вуз без всякого там ЕГЭ, не переживав на тему там 100 баллов, 80 баллов, либо 70 там что баллов получается, а просто взять и затащить олимпиадку и за механику быть спокойным, то для тебя эта смена Ньютон будет самое то. Она и готовит людей с любого начального уровня до уровня перечня плюс. То есть до уровня того, что ты сможешь спокойно решать задачи и понимать задачи физтехолимпиады, Росатом олимпиады, некоторые, может быть, с региона и так далее. И на этой смене мы с вами будем учиться чувствовать, понимать всю физику процесса. Это самое ключевое и самое главное. Переходи по ссылочке в описании, применяй этот супер промокод JUN, который дает скидку в 10%, особенно если ты возьмешь бандл, то у тебя будет Tesla электростатика со скидкой в 50%, потом еще Фарадей магнетизм со скидкой в 70%, и оптика бесплатно. И сверху все это отшлифуешь промокодиком JUN, ой, лепота просто происходит. Поэтому ссылочка в описании, присоединяйся и давай начинать жестко ботать.